Здравствуйте, мои дорогие люди! Здесь будет для вас расклад на такую тему. Как дела у человека, который вас до сих пор интересует? Это может быть такая тема, как дела у бывшего, как у него с другой, вот такие всякие темы. По-всякому можно это фразировать, но point в том, что кто когда-то вас обидел, или же вы еще любите, а человек вас предал, по всяким причинам. Или же вы даже с ним живете, но он вас обижает. То есть как дела у человека, к которому у вас есть двойственное чувство, и любовь, и ненависть одновременно. Или, может, нет ненависти, есть любовь и обида. И я буду использовать две колоды, это Кипер и Ленорман. Эти две колоды от одного автора, поэтому они четко говорят. И это от очень приличного эзотерика Чиро Маркетти, кто не знает, он не просто художник, он очень долго изучал эти карты, он настоящий картомантик, а потом начал их делать, и они очень говорящие. Итак, я спрошу на двух колодах, вы можете, конечно, выбрать себе один или второй расклад, один вот такой на темных картах и другой на красных. И эти системы, они совершенные, они четко посмотрят и честно вам скажут, как дела у бывшего, что у него с другой, как дела у того, может, у вас молчанка, может, вы даже живете вместе, но молчанка, вы плохо общаетесь, не можете договориться. В общем, как у него дела обстоят. Или как дела у врага или у друга, с которым вы не общаетесь по какой-то причине. Итак, я буду делать, скорее всего, одновременно два расклада и смотреть одновременно, в каких энергиях он сейчас пребывает. Кстати, если вы мужчина, наоборот, сделаете, да, в каких энергиях он сейчас пребывает. Три карты. Давайте эти три карты. И Ленорман, в каких энергиях он или она сейчас пребывает. То есть, как у них энергетически. Так самое главное, кстати. Давайте будем трактовать. Что говорит Кипер в этом случае? Это человек, или он на вас женат, или женат на ком-то другом. Это карта marriage, или же карта... Он с кем-то в отношениях сейчас, или с вами еще до сих пор. В голове в отношениях с вами, или наяву, или с кем-то другим. Но он сейчас не один, но он очень несчастлив. Это карта poverty, или же бедность. У него бедность духа, или же, может, на нем какая-то порча или сглаз. Никогда никого не проклинайте. Никогда. Это самое страшное, что человек может только сделать. Может, вы в сердцах сказали что-то, какой-то проклен, послали ему в сердцах, когда... было плохо вам, и вы чувствовали, он виноват в этом. Так чувствовали вы себя. Правда это или нет, это ваша правда. Понимаете? Но никогда никого не проклинайте. И всегда пробуйте, если так случилось, по незнанию вашему, случайно вырвалось, да? А даже, может, и не вырвалось, это еще хуже. Когда вы подумали проклённо, не сказали вслух, это еще хуже. Это вбивается в вашу душу. И вам всегда нужно очиститься, сказать, что нет, я больше никогда не буду никого проклинать. Потому что здесь я вижу карта бедности и карта супружеской четы. Или же вы проклинали его, потому что он с другой живет, или же потому что он вас обидел, до сих пор с вами живет. Или, может быть, вас кто-то проклял. Здесь может быть не вы, здесь может быть кто-то послал в сердцах слова проклятия. Даже, кажется, безобидные слова проклятия, но это все равно слова проклятия. Не бывает не безобидных слов таких. Или кто-то проклял ваши отношения. Здесь карта courthouse, кто-то осудил вас, кто-то вас осудил, какой-то человек чего-то хотел от вас. Те, кто хочет от вас чего-то, они постоянно будут от вас чего-то хотеть требовать. Может, это мужчина от вас чего-то хотел, и вы ему давали это все, и все равно он большего хотел. Враг всегда хочет большего, или манипулятор. Во всяком случае, может быть, вы расстались с человеком, потому что он от вас постоянно что-то требовал, унижал,
Использовал вас, другими словами, да? Использовал за ваше же добро. Вот, как у него дела? Но он сейчас в бедности, у него, наверное, нет средств, или же у него бедность в отношениях, то есть какие-то отношения с кем-то есть, но в них нет счастья. Его, может быть, эта женщина, с которой он сейчас осуждает, она его осуждает за что-то. Так, я вот эти 3 карты оставлю закрытыми, через секунду посмотрю. На минутку Ленорман мы с вами идем, и здесь, потому что в любом случае нужно видео смотреть все от начала до конца. Какой-то процент здесь среагирует с вами, другой в этом, и вы поймете что-то, и совет получите. А так полнее получаются советы, так что я для вас это делаю. Мужчина сам вышел здесь, мужчина, аисты и сердце. 3 карты, мужчина, аисты и сердце. Понимаете, мужчина искал для себя удобного положения. Или в семье, или в отношениях. Аист, он смотрит на аисты. И сердце свое он вложил, может быть, в свое дело, недвижимость, в отношения. Он вложил куда-то свое сердце. Он сейчас вкладывает какое-то сердце, может, в недвижимость. Он вкладывается во что-то по полной программе. Как у него сейчас дела? Ну, смотрите. Он заботится о ком-то, он кого-то любит сейчас, этот ваш бывший. Кого же он любит? Карта сама вышла. А вот любит он того, кто его не любит, потому что карта крысы. Может быть, он очень вам навредил, он вами пользовался сильно. И теперь судьба его наказывает тем, что он любит того, кто его не любит, кто им теперь пользуется. Карта крысы. Вполне возможно, что он сейчас пользуется тем, он любит того, кто им пользуется. Возьму 3 карты и буду переходить на Кипер. Здесь дополняет одна колода другую. Но если хотите, можете, конечно, слушать только эту колоду и только эту. Или разных людей просматривать. Карта перемены, change, карта imprisonment, то есть он сейчас как в темнице, он в заточении, он сейчас в ограниченном состоянии находится, и он хочет, чтобы поверили люди, которые рядом с ним, в его чистое намерение. То есть high honor, он хочет, чтобы его имя было, ну, как бы, знаете, оправдать свои поступки хочет. Он хочет оправдать свои поступки. Потому что я вот вижу здесь, что он в отношениях, скорее всего, это ваш бывший, да. Но в этих отношениях он бедный, несчастный. Если он вами пользовался, сейчас пользуется кто-то им. И он в тюрьме сидит, он как в тюрьме. Видите, вот эта карта тюрьмы. Он как в тюрьме сидит, его действия ограничены. Может, он ограничен в средствах. Здесь карта и бедности, и тюрьмы. Может, он ограничен в средствах. Может быть, он ограничен в своем местоположении. Он должен быть там, где он есть сейчас. У него нет выхода. И он хочет, чтобы увидели все, какой он хороший. Вот карта High Honor. Он хочет, чтобы люди, и вы в том числе, увидели, какой он хороший. Потому что его очернили, оклеветали другие люди, скорее всего. Он хочет перемен в своей жизни, он хочет свободы. Он рассчитывает на какую-то свободу, он хочет добиться какой-то свободы, этот человек, о котором вы сейчас спросили. Карта крест, книга и лилии. По судьбе, конечно, он вам был. Может, кармические отношения, может, судьба была с ним быть, но недолго. Но во всяком случае, карта крест говорит, что ваши отношения могли быть прокляты. И проклятие – это самое страшное, это самое гадкое. Ну, Творец всегда подобное притягивает подобное, потому что откуда зло пришло, туда оно и уйдет. Если человек проклинает, он получает назад свое, это да. Но кто-то проклял ваши отношения.
Вы были друг другу по судьбе. Может, его мать прокляла или вас, ваша, потому что думает, что вам лучший мужчина должен быть у вас, может быть, более денежный. Мать чаще всего, от 90%, она хочет для дочери материального богатства. Не знаю почему. Может, потому что... Я даже не знаю почему. Ну, карты показывают обычно почему. У разного человека по-разному. Почему, да, почему он это делает. Но чаще всего вот эта несправедливость, она существует в мире. Денежная несправедливость. Сколько сейчас такого есть, что люди пользуются, а потом еще и требования выставляют. Это полно сейчас в мире этого. Понимаете? Так что вполне возможно, что его мать выставляет требования. Она хочет, может, им пользоваться, но она не знает этого, она его любит, так любит. Или же ваша мать, она хочет, чтобы вы ее только любили. Или же ваша мать, она имеет вот всегда претензии к вашему мужчине, всегда им недовольна. И чаще всего это его, вот он не состоялся, а она состоялась, ваша мать как личность. Вот если бы сейчас эта мать ваша была, ну, она хороший человек, но вот это она недопонимает. Очень успешная личность, там любовь, там вот, понимаете, блаженство в любви, когда женщина реализованная, в смысле, сама знаете какого, постельного, и богатая, успешная в профессии, и которая получает удовольствие от личных отношений. Если бы она такая была, она могла бы судить вас, вашего мужчину. Но здесь, понимаете, здесь кто-то из родни, потому что книга, и карта крест говорит, кто-то тяжело давил на вас. Кстати, вы могли расстаться с мужчиной по крысам от того, что кто-то на вас давил. Не зная того, что делает. Мешает вам жить. Кто-то на вас давил очень сильно из родни. А вы должны были с этим мужчиной жить счастливо по судьбе. Потому что лилия и книга. Вы рождены были. Это ваш был как бы первый выбор. Может, не первый, но в смысле первый как first choice, как лучший выбор, да? Если с английского перевести, first choice — это первый выбор, лучший выбор. Это был лучший выбор. Судьба может дать вам еще много-много счастья, но это был один из лучших вариантов, и вас поссорили третьи лица, обстоятельств разлучили. В общем, глупость получилась, и у него продолжаются потери, у вас продолжаются потери. В общем, жизнь пошла наперекосяк. Мосты, с ним можно наводить мосты, дом, мосты и лупа. Вот если под увеличительным стеклом все не изучать, но оставить эту тему там, где есть несовместимость. Мы не можем быть с другими людьми совместимы полностью. Другой человек — это другой космос. Мы не можем рассчитывать, что будет 100% совместимость. Такого вообще не бывает. Человек сам с собой несовместим часто, потому что сам себя не знает, не хочет себя знать, что чаще всего происходит. Не хочет себя знать, не хочет... Потому что это трудно. Себя познать, себя полюбить правильной любовью, то есть заботиться о себе, это очень трудно. Легко заботиться о других. И если мы сами себя не можем познать и правильно о себе заботиться. Как мы можем думать, что мы можем правильно заботиться о взрослом сыне, дочери, матери, там, мужчине? Мы заботимся о них по нашим стандартам, и наши стандарты, они хорошие, но они 100%, это не их стандарты, они хотят всегда другого. Поэтому здесь не нужно под этой увеличительной лупой. Проблема логического мышления очень большая. Я вам скажу сразу. Потому что здесь по этой карте это лупа, это карта лупа. Это дополнительная карта, она очень классная, эта карта. Увеличительное стекло. Понимаете, мы видим мир через глаза, да? Окей. Мы все понимаем, что мир не таков, каким мы его видим, а как мы можем его увидеть. Потому что разум смотрит на все, да? Мир, он есть, как Творец его сделал, но мы даже не знаем, что это такое, по идее. Вот. Потом, наш компьютер, то есть наш мозг, он может увидеть мир таким образом, потому что родовая история, гены, да, ментальные такие все. Вот. И через наш мозг тоже смотрит Творец на мир. Мы не забываем, сам реальный такой мир, реальный, это как Творец видит на мир. Птичка поет, дерево, листья, это реальный мир. Поэтому мужчина реальный он, но тоже есть нереальный, которого сделал наши предрассудки, наши убеждения. И вы у него нереальные тоже. Понимаете?
И вот эта лупа, когда мы начинаем анализировать, нужно видеть. Вот у меня мой закон чтения карт ясно видение. Не ясно домысливание, не ясно знание, а ясно видение. И никакого критического мышления, никакого анализа, ясно видение. То, что вижу, то и говорю. И если бы вы с ним так жили, то, что видите, то и говорите, они стояли такие за вами, такие сущности. Мосты наводите. Ясно видеть — это просто видеть, каким есть, не домысливать, не критиковать, не рассусоливать, не рассусоливать все вот это дело, да. Мужчины в этом плане им проще. Они меньше ментализируют и меньше делают выводы, они просто как видят. Ожидание у вас к нему, вы, может, хотите, чтобы он вернулся, у вас ожидания к нему. Но здесь с этой стороны и ожидания какие? Вы сами хотите освободиться. Вот эта карта темницы, она же тоже к вам относится. Вы сами хотите освободиться от его влияния, потому что вас он замучил уже своим влиянием. Он сущность, подселенец в вашей голове. Вы сами хотите этих перемен. Вот эти карты не только его касаются, но тоже вас касаются. Вы сами хотите, чтобы уже все устроилось, чтобы у вас вот не было все время мысли о нем, о том, что могло быть и что не случилось. Вы уже сама бедная, замученная. Карта бедности, карта семейной щиты. Или вы были с ним в отношениях серьезных или не очень серьезных. Вообще понятие серьезные, легкие отношения. Вдумайтесь над этим старинным языком. Какой неправильный? Что такое серьезное? Серьезное — это что значит? Это какие-то обязаловка, да? Когда есть обязательства, мы не хотим их. Человек хочет сбросить себя, свободу хочет. То есть отношения, они... Что значит серьезные или легкие? Они должны быть легкие в каком понимании? Должно быть легко друг с другом. А серьезность — это просто, наверное, доверие. Легко друг с другом должно быть. Тогда это не принудиловка. У вас тоже принудиловка. Вы себя сами внутри уговариваете. Какая-то сущность, подселенец вам внушает, что вам нужно о нем думать. Вы не хотите о нем думать. Вы не хотите думать о тех потерях, о тех страданиях, которые он причинил. Но эта сущность вас заставляет думать, потому что вам обидно, вам больно. Вот эта обязаловка. Облегчить свою душу. Ну, на моих раскладах это лучше всего сделать, конечно. Что мужчина сейчас, ну, можно сказать, что он заболел, да? Он заболел, может, самомнением, заболел несвободой своей, заболел негативным отношением к жизни. Мужчина заболел, вам надоело это все тоже. Можно сказать, что вот эта ваша зажатость, вы уже, знаете, и плечи поднимаете, и у вас и в голове, и в сердце какая-то зажатость, и как-то темный весь мир, голова болит все время, потому что вы постоянно о нем думаете. Я знаю, есть слушатели, которые смотрят мои расклады, где я показываю счастливые отношения, потому что так выходит, так карта говорит. И говорит: ой, так не бывает. Да бывает, и у вас это возможно. Просто вы думаете, что вот только это возможно. Мы то, что встретилось нам, хотим, что это начало работать для нас. Но это не всегда работает. Встретится что-то другое, встретится что-то новое. Ожидания у вас. И бедность... бедность в том, что вы как бы истощили себя этими ожиданиями. Ваша бедность именно в этом. Истощили себя какими-то ожиданиями. Какой совет вам даст Кипер? Фальшивая персона. У вас подселенец, у вас сущность, фальшивая персона, которая ожидает его. Ожидает узнать, что у него все плохо. Я не вижу, что у него было все хорошо, но это не важно. Вы не должны все время ожидать узнать, как у него там. И когда у него все хорошо, вам больно. Когда у него все плохо, вы думаете, так тебе и нужно. Но есть такое. Вы скажете, нет такого. Может, вы скажете, где-то подсознательно такое есть, иначе бы карты такое не показали. Вы сами для себя фальшивая персона, потому что вы закрыли, блокируете свою дорогу к счастью. Если мужчина вас предал, только две вещи может быть. Первое, что на нем есть приворот. А вторая, что он просто не достоин вашей любви. И то, и другое вам не нужно. Если есть приворот, можно попробовать его вернуть, да? Можно его очистить от негатива. Но если его было так легко приворожить, значит, в нем очень много страха. Ему лечиться надо. Или он алкоголик, нужно лечиться. Окей, если на мужчине приворот, я спрошу, да? Но он больной сейчас, значит, приворот, скорее всего, есть.
Но у него тоже есть психические какие-то проблемы, он должен решить их. Потому что даже если мы берем сейчас приворот, очистим его, да, сделаем очищение, это можно сделать. Но ему от себя самого нужно очищаться, а это он должен сам знать, что страхи у него и поведение негативное связано с тем, что он его унаследовал. И его внутренняя свобода, она не уйдет. Приворот можно убрать, он вернется к вам, но внутренняя несвобода у него останется. Чтобы у него ушла эта несвобода, но это очень, ему нужно очень трудно работать над собой. А если он не готов, мы уберем приворот, он придет к вам, и он будет продолжать вам портить нервы, но уже по-другому. Вот такая вещь. Здесь Ленорман сказал, что с ним можно налаживать мосты. Сделает ли вас это счастливой, если вы с ним будете налаживать мосты? Давайте спросим. Сделает ли вас это счастливой? Кукушка. Корабль. Время пришло поменять свою жизнь. И птицы, общаться с другими людьми. Время пришло общаться с другим мужчиной. Пришло время посмотреть вокруг. И не с одним, и не с третьим. А пока не найдете то, что вам подходит, это как обувный магазин. Мы не можем уговорить себя, что эти туфли, эта обувь нам подходит. Вот это, насчет обуви, это самое четкое оно. Да? Мы можем себя уговорить, что это платье нам подходит, там перекроить, что-то отрезать, что-то добавить. У нас у всех так, потому что теперь же вещи не делают на заказ, теперь все у нас масс-маркет, да. Но обувь нельзя перекроить, переделать, она или подходит, или нет. И точно так весь обувный магазин, что касается вашего выбора личного. Иногда нужно перемерить 1000 пар, посмотреть на 1000 мужчин, пока найдешь того, который подойдет. Те, которые не останавливались, всегда находились на то, что ищут. Так что вам такая здесь рекомендация. Время пришло поменять свое окружение, поменять свое отношение к себе. Почему вы должны кого-то спасать? Во-первых, даже если бы мы могли, мы все с вами очень хорошие, мы хотим кого-то спасти от их самих. Они манипулируют, они пользуются нами, они издеваются над нами, они требуют от нас постоянно чего-то. Чем больше даешь, тем больше требует. Любой манипулятор. Но мы не можем кого-то спасти, мы не можем кого-то спасти. Это невозможно. Находите для себя лучшее окружение достойных людей. Вот и все. И вращайтесь только с ними. На всех не угодишь. И на мужчину, если вы не угодили ему, или он вам не угодил, оставьте это все. Потому что здесь я вижу, что у вас будет перемена, у вас будет новое общение. У вас будет общение с кем-то, с новым. И этот новый человек вам может быть послан судьбой, но не сразу. Нужно смотреть на разных людей, пока не найдете. Вот такой расклад, девочки и мальчики. Мальчики мои дорогие, чего вы меня так оскорбляете в комментариях? Просто невероятно. Такие нападки. Потом идут нападки, это для каких знаков? Но каждый для себя услышит какие-то нужные слова, выймет из пространства. Так, Матушка Земля, космос для всех един. Каждый вынимает, составляет свою картинку мира. И я от себя, я же не могу в другую кожу зайти. Я говорю от лица женщины, но мужчин, конечно, тоже касается. Да еще больше, чем женщин, в большей мере. Потому что им помощь очень сильная нужна, что касается этого всего. Да мужчина как не напишет комментарий, так вот оторви да выбрось. Зачем? Не понимаю, вообще не понимаю. Ведь это все ненавязчиво. Никто мне ничего не оплатил. Я ни у кого деньги не беру, никому ничего не должна. Все. Их можно упрекать. За мою же работу. Да даже если работа за деньги, она сделана, работа, вы не можете упрекать. Хороша книга только потому, кто ее читает. А я вас всех люблю, обожаю. И я знаю, что мы еще обязательно увидимся.